Цзибай – это пятизвездочная героиня-мечница, являющаяся on-field main DPS, полностью завязанная на лунной реакции, а именно кристаллизации, и урон, масштабирующийся от защиты. Ее ключевая особенность – крит урона в качестве стата возвышения, что сразу делает Цзибай персонажем с очень высоким потолком урона. Сочетание с защитой, которая повышает все ее боевые статы, то есть она скалируется от защиты, это позволяет ей одновременно быть выживаемой и наносить стабильный высокий урон без необходимости гнаться за атакой. Цзибай идеально раскрывается в лунных командах, особенно там, где активно используется лунная реакция кристаллизации. Более того, она способна влиять на лунное знамение, усиливая синергию с персонажами, ориентированными на лунную реакцию. С точки зрения созвездий, C2 значительно усиливает множитель урона дополнительных ударов ее элементального навыка. Это напрямую увеличивает ее урон. Также надо подметить, что она идеально играется именно в премиальной пачке. То есть это Цзибай, C6 и Люга и Каумбина, естественно. Без Каумбина у нее урон очень проседает, и если Сигну ей не выкрутить, то урон тоже проседает. Она практически как, я бы сказал, как Гео Скирк, фактически. Цзибай это чистый on-field DPS, которая должна оставаться на поле боя в большую часть ротации. Любые ранние свапы почти всегда приводят к потере урона. Ее игровой процесс строится вокруг поддержания активности элементального навыка, накопления особого ресурса и своевременное использование усиленной версии навыка. После активации навыка обычно такие Цзибай получают инфузию Гео и начинают генерировать особый ресурс. Максимум можно накопить 100 ресурса. Сразу после активации навык дает 10 единиц, обычные заряженные атаки дают по 5, а срабатывание лунной кристаллизации моментально дает 35 единиц ресурса. Как только накопится 70 ресурса, Цзибай получает доступ к усиленной версии элементального навыка, наносящей мощные удары Гео плюс лунную кристаллизацию. То есть он 2 удара делает. Ротация у Цзибай очень простая. В первую очередь активируем все бафы и умения саб-ДПСов, которые у вас есть в команде. И переключаемся после этого на Цзибай. Активируем элементальный навык и бьем обычными атаками. Главное, чтобы было достаточно гидра, чтобы накопить большое количество лунных этих статуэток, чтобы быстрее заряжать элементальный навык. И, собственно, бьем, как только элементальный навык набирает достаточно ресурса, активируется особая атака, и ей мы атакуем. В нормальных, в идеальных, скажем так, условиях можно 4 раза успеть этим элементальным навыком атаковать и нанести урон, собственно. Ульту лучше всего использовать, когда вы активируете ее элементальный навык, так как сразу заполняет достаточное количество ее вот этого ресурса и продлевает почти на 2 секунды время действия элементального навыка. Ну и плюс урона сразу вот наносите много, считай, что сходу. Потому ульту лучше использовать при прожатии элементального навыка. Сразу. Ну и опять же, еще раз упомяну, что Цзибай лучше всего играется в своей фирменной команде. То есть это Цзибай, Каумбина и Люга C6. И плюс ей нужна Сигна в любом случае. Тогда будет у нее хороший урон. То есть она, условно, она C6, ой, C6, извиняюсь. Условно она Скирк, только Гео. И все. Цзибай в роли основного ДД лунной кристаллизации полностью строится вокруг элементального навыка и реакции лунная кристаллизация. Ее задача как можно дольше оставаться на поле
с инфузией Гео, накапливая ее особый ресурс и регулярно реализовывать усиленный спецнавык. Ключевой момент сборки: все способности Дзебай масштабируются от защиты. Атака для нее практически бесполезна, поэтому при сборке мы максимально приоритизируем защиту, а уже затем криты и вспомогательные статы. Лучшим оружием будет ее Сигна, светоносный осколок Луны, дает оптимальный стат под защиту и напрямую усиливает ее основной источник урона, элементальный навык и лунную кристаллизацию. Альтернативы: Ураку Мисуруги, хороший критовый вариант, если нет сигнатурки. Дальше у нас свет лиственного разреза, сигнатурка Аль-Хайтама. Высокая ценность за счет критов, опять же, и общего урона. Дальше у нас идет Сигна Шивонен, стабильный универсальный вариант. Предвестник Зари. И то потому, что дает хороший крит шанс. Крафтовое оружие Натвана. Желательно R5 будет тогда вообще просто супер. Это единственный, скажем так, фри-то-плей халявный вариант, который дает защиту. И отпущение грехов, Сигна Коринды. И дальше последний вариант — это ивентовый сигнатурный меч Альбеда. Тут, опять же, самое важное: даже если оружие не дает защиту напрямую, мечи, которые дают криты, остаются ценными, так как базовый урон Дзебай уже скалируется от защиты. Лучший сет артефактов — это, естественно, будет один и единственный вариант — Ночь открытия неба. Это лучший сет под всех персонажей лунной реакции ДД. Ну и для Дзебай он тоже идеально подходит. На первое время, если у вас прям вообще нету никаких вариантов, что одеть ей, то можно поставить кокон сладких грез, если он у вас вдруг есть. На первое время сойдет ей. Основные статы: в часы защита, кубок защита, корона крит шанс или крит урон, в зависимости от того, что больше всего нужно. Сабстаты: криту шанс, крит урон, защита процентная, элементальное мастерство, так как оно увеличивает урон лунных реакций, и восстановление энергии по возможности. Так как ульта у нее не самый главный источник урона, но сама по себе ульта урон наносит тоже прилично. Команды под Дзебай. Основными лучшими членами команды у Дзебай могут быть Илюга. Это один из лучших саппортов для Дзебай. Он напрямую усиливает урон лунной кристаллизации. А в командах, состоящих только из Гидры и Гео персонажей, дает дополнительный бонус урона. Фактически Илюга ощущается как персонаж, созданный специально под нее. Хаумбина — лучшая гидра слот для Дзебай, сильно увеличивает урон лунных реакций, стабильно позволяет прокачивать лунную кристаллизацию и отлично вписывается в ротацию без конкуренции за экранное время. Гора — надежный геосаппорт, усиливающий деф-ориентированных кэрри. Хорошо дополняет Дзебай в ее команде. Ну, Гору и Илюга, естественно, должны быть C6. Чиори — саб-ДПС, который отлично работает off-field, получает выгоду от лунной кристаллизации Дзебай и добавляет стабильный геоурон без вмешательства в ее ротацию. И еще один последний вариант, который может быть, это Айна. Она помогает активировать лунное знамение, как и Илюга, ну и как Хаумбина, естественно. Хорошо подходит для бюджетных команд и выполняет ключевую роль в активации лунных механик. Плюс это мини-Хаумбина, по сути. Ну и опять же, если C6, то вообще круто. Теперь перейдем к самим командам. Идеальный вариант — это когда у вас Дзебай, Хаумбина, Илюга и Горо. Это идеальный вариант. Илюга и Горо должны быть C6, чтобы была прям вообще супер-пупер команда, иначе ничего не получится. Другой вариант — это Хаумбину заменить на Елан. Ну, в данном случае у меня Елан нету, потому здесь будет, скажем так, заменитель Елан, стоять будет Синтю. И последний слот можно отдать Шивонен. В данном случае Шивонен не будет вообще никак работать. Но так как Дзебай нужны Гидра и Гео персонажи в команде, Гео персы ей бафают защиту, а Гидра мастерство стихий.
Шионен в этой команде просто тупо работает как хилер. Другой вариант это взять в команду двух гидра хороших. Это Каумбина, которая будет бафать реакции. И взять Фурину, которая тоже хорошо вешает гидростатус. Плюс, опять же, здесь можно оставить Шионен, чтобы она хилила и активировала ульту Фурины, то есть баф Фурины. Или же можно Шионен заменить, или если Шионен у вас нету, но каким-то образом магическим есть теории, можно взять теории, она будет урон наносить из кармана, и плюс ей будет польза от тотемчиков, которые создаются при лунной кристаллизации. Это супер-пупер команды. Если у вас есть эти человеки, то ваша команда будет просто много урона наносить. Но опять же не надо забывать, что Дзыбай в идеале ее сигна. Потому что без сигны громезный урон будет сложно выдать. Опять же, Дзыбай это фактически Геос Кирк. И фри-то-плей вариант это Дзыбай, Айна, желательно C6, Горо, тоже желательно C6 и Синцю. Ну, а если C6, то вообще просто идеально. Это фри-то-плей вариант, то есть он неплохо и хорошо подходит под Дзыбай, если у вас есть все эти персонажи. Также, если вам пока вы крутили Дзыбай, вам вдруг выпал Илюга, хотя бы как минимум C2, можно вместо Гора поставить Илюгу, или же вместо Синцю поставить Илюгу. Тогда у вас будет и Гора, и Илюга в команде одновременно сразу. Я в этот последний слот Гидра заменял на Барбару, чтобы хилила. И если у кого-то есть Кокоми, вдруг тоже можно поставить, вот, чтобы чисто хилить, чтобы не помереть, скажем так. Еще есть вариант, это можно, вот опять же, Дзыбай и Айна, но уже поставить в команду, если у вас есть, хотя вряд ли, наверное, ну хотя, может, кто давно играет, она должна быть. Это Юнцзинь. Она, по сути, бафает урон легких атак и заряженных. И тоже от защиты скалируется. Так что она будет тоже хорошая в команде в данном случае. И в последний слот можно поставить Канданс, если Кандакию, то есть, если она у вас есть, вдруг. Желательно C6 тоже. У нее, как видите, Дзыбай такая интересная персонаж, что ей все четверки нужны C6 обязательно. Без C6 четверок она так себе, как бы. И последний такой самый вариант, если прям вот вы, можно сказать, что новичок, и у вас не так много персонажей, можно вместо Айна, если вдруг у вас Айна нету, но она должна быть, так как ее в 6.0 давали халявно, можно поставить Ягоду тоже. Ягода активирует лунное знамение, а потому баф будет активен. Дальше вам нужен, например, как минимум Гео ГГ, чтобы еще один Гео персонаж был в команде. И дальше уже кто-нибудь Гидра. Это или Синчу, или Кокоми, или Барбара, или Кандакия. Ну, можно еще Мону поставить, но опять же C6. Чтобы вообще все было. И, собственно, на этом все. Как видите, я еще раз повторю, Дзыбай это, по сути, Скирк только Гео. Ей нужны идеальные члены команды и Сигна, чтобы выдавать идеальный и хороший урон. На этом все. Думаю, если я что-то упустил, пишите в комментариях. Если кто-то ей уже поиграл и, скажем так, что-то в ней распробовал особенного, или какие-то там особенные можно особенных членов команды поставить ей, чтобы был урон хороший, пишите в комментариях тоже. На этом все. Всем спасибо за просмотр.